Всем привет, с вами Андрей. Сегодня я на дачу приехал после работы. Купил у себя вот такие хорошие доски на работе. По скидке. Ровненькие, аккуратненькие. Но это все на всякий случай взял, потому что кое-где мне придется менять доски. Так, что с лавкой произошло? За это время, я сейчас покажу, просто проклеил я одну верхнюю а, несущую балку. Сутки прошли, теперь можно снять и клеить низ. Почему я не проклеил вверх и вниз? Потому что у меня не хватает на зажимы. Так как лавка длинная, мне приходилось использовать два зажима, соединять между собой, чтобы клей схватился и балка была зажата. Сейчас вам покажу. Как вы видите, мне пришлось использовать два зажима. У меня они два больших. Третий вот тоже стоит. И вот верхнюю я уже проклеил. А здесь я сразу же клей внутрь и сверху шпаклевка. Эта шпаклевка белая, но можно любую краску наносить, она хорошо красится, то есть с этим проблем не будет. А также и там, также шпаклевочку туда. Теперь можно немножко бумагой шлифануть чуть-чуть. Но это буду я делать после. Теперь я займусь низом. Надо посмотреть, что же на низ поставить. Закончил я свою работу на даче. Сегодня я успел сделать нижнюю балку, вырезал, в пазы вставил, проклеил, зажал. Теперь приеду завтра после работы и буду дальше продолжать, потому что дело это не быстрое и требует немножко времени. Так, ну что, ребята, день уже какой? Второй. Сегодня хорошая погода, после работы заехал домой, поужинал и приехал на дачу. Но опять же, я здесь недолго нахожусь, не думайте, что я здесь часами эту скамейку делаю. Нет, я вот приехал, 2 дня проклеил, уехал. То есть, я уже объяснял, почему за раз не получилось проклеить. Вот сейчас вторая балка проклеилась. Теперь можно будет уже приступить к... Но опять же, надо материал искать где-то. У меня был облицовку найти тоненькую, обшить. Потом рейки сделать, низ. И уже потом буду я немножко шлифовать, убирать зелень и красить. Так что вся работа впереди. Что тут случилось за сутки? Дождя не было, это хорошо. Вот. Все. Здесь тоже отлично. Что я думаю? Вот здесь я, наверное, сделаю, может быть, поперечину посередке, а потом обошью. Не знаю, вот думаю я пока об этом, потому что здесь вроде, если посмотреть, с этой стороны была одна такая, видите? Она есть. Но у меня вот таких досточек нет, у меня есть, они шире. Будут, наверное, отличаться. Так, ребята, у себя покопался, нашел я в запасниках вот такие доски. Ну, это для обшивки, видите, там с пазами. В принципе, мне такие подойдут. 10 сантиметров ширина идет доски. Здесь я уже замерил, здесь тоже 10. Так что они будут как бы должны примерно совпадать. Отлично. Так что пробую. Доски нашел у себя в сарае. Это обшивочная доска с пазом. Идет 10 сантиметров ширина. Здесь я уже замерил тоже 10. Все по ширине совпадает. Единственное, здесь тонкая доска, здесь потолще. Можно сравнить. Толщина, конечно, хорошая. Но других вариантов у меня нету, так что буду делать из этой доски обшивку. Так вот выглядит сейчас сама лавка. Я уже напилил, прикручиваю. Одну часть я прикрутил. Сейчас идет поперечина. Это толстая пойдет доска здесь. Вот. И потом уже с того края пойду
Опять же, чтобы такие были небольшие проемы. И последнюю доску отпилю, сколько здесь, чтобы впритык было. Вот так-то. Закончил на сегодня работу. Низ не успел сделать. Сделал только переднюю часть. Прикрутил, шпаклевкой по дереву прошелся, где были щели. Так что это все дело сохнет опять же. Шпаклевку потом буду шлифовать. И плюс надо еще сделать низ. Давайте покажу, что получилось. Ну вот так выглядит сейчас передняя часть. Это все зашлифуется, покрасится. Также внутри буду красить, конечно. И там тоже надо будет пол делать. Пока все вот так выглядит. Работы будут продолжаться, ребят. Так что солнышко село, пора домой. Завтра доделаю, наверное. Все зависит от погоды. Так что не переключайтесь, смотрите. Ну что, очередной вечер на даче. Сегодня времени еще меньше будет на эту скамейку, потому что помимо скамейки траву покосил только что. Супруга сейчас цветы высаживает. Сегодня купили цветы, надо помочь. Так что если время будет, я постараюсь сегодня все-таки доделать дно, чтобы было нормально. Кстати, вы видите, тут появилась еще одна скамейка. Ее тоже надо делать. Там работы немного. Там всего лишь подтянуть скамейку, кое-что подклеить и покрасить. Работы по сравнению, что я сейчас делаю, за час можно все сделать. Так что давайте сейчас начну я делать дно. Сегодня я успел сделать дно. Закрутил, немножко замазал шпаклевкой. Потом буду это все немножечко, когда высохнет, шлифануть, убрать излишки, и можно будет красить. Ну вот так, завтра выходной у меня. Приеду, сиденье немножко сниму, вот зелень, шлифовочной машиной и остатки шпаклевки, и можно будет красить. Здесь тоже подмазал, где были щели. Лавка стала тяжелее килограмма на 2, потому что новые доски пошли. Вот. Но вот так она примерно будет выглядеть. Но это, знаете, это только еще черновая работа была проведена, так что еще надо будет красить ее. Надеюсь, сегодня я уже доделаю эту лавку. Сейчас я занимаюсь, шлифую шпаклевку, убираю излишки и потом начну красить. Пока я еще не решил все-таки, какой цвет выбрать, буду пробовать, потому что тут и старое дерево, и новое, и надо, чтобы краска лежала везде однородно, чтобы оттенков не было, потому что на свежем дереве совсем по-другому будет смотреться, лазурь или еще что-то, и лучше, наверное, все-таки взять краску. Так что попробую я потом, ну а сперва шлифовать надо. Шлифую вручную, потому что мелкие небольшие детали машинкой не подлезть. Посмотрел я, что обозначает название Рут Северст. Начиная с 1882 года есть у нас, или была, скажем так, в Гамбурге фабрика по производству мебели. Я даже нашел документ. Вот, Гамбург, Бергедорф. Сама фабрика вот так выглядела. И вот она была основана в 1800 каком-то году. Так что это очень старая фабрика. Сейчас ее, наверное, уже нет. Но вот стулья и лавки остались. Все идет по плану. Сейчас закрашиваю мелкие элементы. Но проблема в том, ребята, что у меня всего лишь одна банка краски. Я уже использовал половину. Теперь я буду надеяться, что мне хватит.
Немножко вот здесь, конечно, работа муторная, потому что вот эти элементы надо аккуратно закрасить. Большой кисточкой я сюда не подлезу. Приходится брать маленькую кисточку и аккуратненько закрашивать, чтобы все прокрасилось. Так что процесс я сильно не снимаю, так как я весь в работе. Покажу, что потом получилось в конце. Очень симпатичная лавка. Есть место, куда можно положить подушки. Кстати, эта лавка непростая, это античная лавка, сделана на старой мебельной фабрике, которая была основана в 1882 году. Я нашел документы в интернете. Сейчас эта фабрика не существует, но вот раньше они выпускали вот такую мебель. Очень хорошая мебель. Я вам не могу сказать, какого года эта лавка, но она старая. Если закрыть, то вот так она предстает в полной красе. Ручки оставил оригинальные. Ну, вот такая лавочка получилась. Много, конечно, времени потратил, но мне жалко ее было выкидывать. Привел в божеский вид. Можно теперь на ней сидеть и отдыхать. Так что подписывайтесь на канал. С вами был Андрей. Всем пока.